Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать и показать, как связать вот таким узором елочка или паркет, повязку на голову в стиле чалмы. Вот, прикрепила украшение. И я считаю, что очень даже симпатичная повязка получилась. Расскажу, где еще можно использовать этот узор, не просто так вот самостоятельный, но и как дополнение. То есть этим узором я вязала резинку для шапки. Также покажу, где еще можно использовать этот же узор. Расскажу, как вязала по кругу вот такой узор и полный расчет донышка. Как переходить на убавление, поскольку петель убирать, через сколько рядов, я вам покажу это. Чем мне понравился этот узор, что его можно вязать по кругу. Вот у меня начало узора. Вязала по кругу, это для расчета я делала образец. И шва нету. Видите? Вот я вам расскажу, как этого добиться. Что еще можно сказать? Значит, украсить можно либо помпоном меховым, либо из этих же ниток. Можно вот резинку, можно снимать. Ну, таким образом. Помпоны лучше делать съемные, чтобы когда вы соберете стирать головной убор, его можно было бы снять. Потом опять его прикрепить. Вот, выводится внутрь и связывается. Ну, такая шапка у меня получилась. Вязать я буду из пряжи Пехорка, детская новинка. Детская серия. В 50 граммах 200 метров. Вязать буду в 2 сложения, то есть в 2 нити. Как всегда буду вязать на манекен, окружность головы которого 38 сантиметров. Для начала берем дополнительную нить, которую не жалко будет потом выкинуть. Для чего я ее использую? Чтобы не стягивался край изделия. И толстым крючком, вот у меня пятерка, набираем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вообще мне нужно 16 петель, но для подстраховки я набрала побольше. Так, и эту петлю мы закроем, чтобы она не распустилась. Вот у нас набор воздушные петли. С обратной стороны протяжки. Вот за них мы будем набирать петли. Берем основную нить и вытягиваем петлю. Теперь берем спицы и вот за эти протяжки вытягиваем петли. Чтобы потом легче было распустить. Убрать дополнительную нить.
Так, спицы я использую 4,5 миллиметра. Итак, я должна набрать, по моим расчетам, 16 петель. Вот набрала я 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В принципе, узор, который я буду вязать, можно вязать на любом количестве петель, на четном или на нечетном. Но мне нужно именно четное количество петель. Значит, можно вязать на четном количестве петель, а можно вязать на нечетном количестве петель. Это разницы не имеет. Но именно мне нужно четное количество петель, чтобы потом разделить пополам. Вяжем следующий ряд. Будет у нас изнаночный. Сразу 2 петли провязываю бабушкиным методом. И 1 петлю переснимаю на левую спицу. Опять 2 петли вместе бабушкиным методом. И 1 петлю сбрасываю. Две петли вместе. И 1 петлю сбрасываю. Вот 2 петли. Вот 1. И вот 2. Вот мы их должны провязать вместе. Причем бабушкиным методом. И 1 петлю сбросить. Итак, вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываю 2 петли вместе, 1 снимаю, 2 петли вместе, 1 снимаю. Вот у меня 1 осталась, и ее провязываю тоже изнаночной бабушкиным методом. И у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То же самое количество петель. Вяжем следующий ряд. Он лицевой. Некоторые вяжут, снимают 1 петлю. Я буду вязать, вы потом поймете почему, сразу 2 вместе. У меня кромочная здесь не будет в лицевом ряду. За заднюю стенку 2 петли вместе. Провязываем, 1 петлю снимаем. 2 петли вместе. 1 снимаем. 2 петли вместе. 1 снимаем.
Итак, вяжем до конца ряда. Заканчиваем лицевой ряд. 2 петли вместе, одну снимаем. 2 петли вместе, одну снимаем. И последнюю тоже провязываем. Вот и весь раппорт. Опять поворачиваемся и вяжем точно так же изнаночный ряд. Вот 2 петли беру бабушкиным методом и одну петлю возвращаю. Опять 2 петли вместе бабушкиным методом, одну возвращаю. Вот и так вы будете вязать. Если кто надумал вязать этот головной убор, вот уже виден рисунок, елочки или паркет, кто как называет. Вот такой симпатичный узор будет. Значит, как я говорила, окружность головы 38 сантиметров. Как всегда, отнимаю 3 сантиметра на плотность облегания. Получается 35 сантиметров. Мне нужно связать, это будет как резинка, вот пойдет на лоб. Значит, вот поэтому вы ширину выбирайте любую. Она может быть у вас на всю высоту, то есть до скругления. Может быть типа резинки узкой. Вот вы выбираете. Значит, я буду вязать от затылка и вот сюда. Мне нужно набрать. Поэтому я эти 35 всю окружность. Вот у нас эта окружность. У меня 38 сантиметров. 3 я убавила на плотность облегания, получилось 35. Вот, я буду вязать половину. То есть 35 делю на 2, получается 17,5 сантиметров. Вот эта часть, половина окружности. И от этих 17,5 1 сантиметр я убираю еще. 1 сантиметр. Минус 1. Получается 16,5 сантиметров. Вот мне нужно провязать вот до этого места 16,5 сантиметров. Дальше вяжем самостоятельно. Вот провязала я 16,5 сантиметров. Как я высчитала вот здесь. Теперь вяжу только половину. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот это 8-я петля.
На всякий случай последний полный ряд я поставлю маркер. Мало ли, вдруг пригодится. Теперь либо берем с обратной стороны клубка, либо берем от новых клубков точно такую же пряжу. И вяжем другими нитками, в смысле от других клубков, точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот почему я говорила, что нужно четное количество набрать. Вот мы разделили полотно. Опять поворачиваемся. И точно так же вяжем в обратном направлении. И последнюю тоже провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь эту нить отставляем и вяжем точно так же эту половину. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, и так мы должны провязать вот этот сантиметр и еще сюда сантиметр. Вот, тоже 1 сантиметр. Это у меня 1 сантиметр. У вас может быть любое другое число. Это уже вам решать. Это зависит от ширины. Какой ширины у вас здесь будут полоски. Может быть, они широкие будут. Может, как у меня. Вот. Потому что они должны перекрутиться. И хватит ли вам 2 сантиметров, я не знаю. Вот мне хватает. Поэтому вы посматриваете у себя. Вы свяжите образец, насколько у вас сантиметров будет перехлест. И потом этот перехлест, половину, отнимите от половины окружности. Чтобы выйти вам на центр. Ну вот, провязала я, сколько мне необходимо. Изделия разделите и вот так положите друг на друга. Посмотрите, нормально ли у вас получится. Вот, если нормально, вот так они должны быть. То есть мы будем провязывать одну спицу, потом вторую. Вот такой перехлест будет. Мы с вами провязали изнаночный ряд. И вот мы на лицевом ряду. Что мы должны сделать? Вот так. Поменять. И начинать вязать вот с этой нитки. По лицевой стороне. Вот я поменяла полосы местами. Значит, первую назад, а которая вторая была, ее вперед. Вот, и теперь вяжем, как мы обычно и вязали, только единым полотном.
Вот и берем со второго полотна петлю. Вот соединили. Здесь нитка подтягивается. И все встает на свои места. Вот таким образом будет. И дальше вы вяжете. Вот это у вас первый ряд. Вот. И считаете, сколько у вас рядов было здесь. Для чего я ставлю маркер. Значит, вот это у меня первый ряд. Вот сюда маркер. И буду вязать от него в другую сторону столько же рядов, сколько провязалось здесь. Все, дальше вяжем самостоятельно. Кстати, что хочу заметить. Вот этот вопрос означает, что здесь может быть не 1 сантиметр, а может быть 2 сантиметра. Может быть 1,5 сантиметра. Это уже 2,5. Вот, значит, любое количество сантиметров здесь может быть. Это вам надо самим смотреть для того, чтобы вот этот перехлёст получился. Так, вот провязала я одинаковое количество рядов. Что здесь, что здесь. Вот маркер поставила, посчитала. Теперь что мы делаем? Вот эту нитку дополнительную отплетаем. И вот так распускаем. После того, как распустили дополнительную нить, мы должны спицу вставить, вот мы заканчивали, в том же направлении. Вот у нас так было. И значит, вот так мы вставляем. Проверьте количество петель, чтобы оно у вас было одинаковое. Чтобы не потеряли. Расположили спицы таким образом, что изнаночная сторона к себе, лицевые вот стороны друг к другу. Конец хвост нити здесь перед вами на этой спице. И теперь спицу вводим в переднюю спицу и во вторую спицу. Провязываем 2 вместе, но одну сбрасываем. И здесь тоже эту петлю протягиваем, но одну петлю сбрасываем. Так, давайте еще раз. Заводим сначала в первую спицу в петли,
И сразу в следующую. Провязали 2, одну сбросили. И вытянули через эти. Одну сбросили. Опять заходим в передние петли и в 2 на второй спице. Провязываем. Одну сбрасываем. И эту петлю протягиваем через эти 2 и одну сбрасываем. Давайте еще раз покажу. Вот, и у вас петли на этой спице. Значит, заводим спицу в переднюю, затем во вторую, под 2 петли, провязываем, одну сбрасываем. И эту же петлю протягиваем через эти 2 и одну сбрасываем. Вот, и так закрываем наше изделие до конца ряда. После того, как закончили сшивать, вот так у вас должно получиться. Ну, вы сшивайте, как вам понравится. Я вам показала один из методов. Он очень хороший. Давно я им не пользовалась. Шов получается хороший. Так, дальше как мы эти петли скрываем. Вот у нас здесь типа изнаночные. Одну лицевую, одну изнаночную. Так вот, с изнаночной начнем. Дальше лицевая. Опять изнаночная. Лицевая. Кстати, вот эти петли вверху, вот эти уже, можно закрыть даже в одну нитку, а не в 2. Вот одной ниткой закрывать. Ну, вот так и закрываем до конца ряда. Изнаночная, лицевая. Ну, вот так у нас с вами получается. И теперь вот здесь по краю набираем петли. Вы должны связать образец, какую шапку вы будете вязать дальше, каким узором. И исходя из этого сделать расчет. После того, как набрали петли, один ряд провяжите лицевыми. И так по всей окружности. После того, как вы провязали 2 ряда, в первую петлю первого ряда поставьте маркер. Потом поймете, для чего он нужен. И первый ряд провязываем следующим образом. Первую петлю переснимаем на правую сторону, не провязывая. И начинаем из-под протяжки вывязывать петлю. А следующую петлю снимаем за переднюю стенку. Опять из-под протяжки вытянули петлю.
А эту петлю просто снимаем за переднюю стенку. Из-под протяжки вытянули петлю, а лицевую снимаем. Вот протяжка. Из-под протяжки вытянули петлю, следующую снимаем. И так вяжем по кругу. Довязываю я ряд до конца. Первый круговой ряд из-под протяжки снять, из-под протяжки снять, из-под протяжки снять. То есть мы начинали петлю из-под протяжки, а заканчивали снятой петлей. После нее протяжку не делали. Теперь провязываем по 2 петли вместе за заднюю стенку. Это у нас второй будет круговой ряд. То есть мы провязываем, у нас первая идет протяжка, из-под протяжки петля и снятая петля. Вот таким образом. Вот протяжка и снятая петля. И так вяжем по кругу. Но что хочу я вам сказать. Вот мы 2 ряда провязали обычными петлями лицевыми. Вот я их вниз нарисую, чтобы мне камера не сбивалась. Один ряд вот этот, один ряд вот этот мы провязали. Для чего я отмечаю эти ряды? Чтобы можно было в конце рассчитать убавление. Поэтому просчитайте все ряды очень точно. Вот, ну и дальше продолжаем вязать по кругу. Заканчиваем ряд. 2 вместе. Вот у нас протяжка, а эта петля была у нас отсюда снятая, с левой стороны. Вместе. И этот ряд тоже отметим. Вяжем следующий ряд. Теперь мы уже сразу берем из-под протяжки петлю, а эту снимаем. В том ряду мы петлю переснимали, а в этом ряду начинаем набор из-под протяжки. А эту снимаем. Опять из-под протяжки, эту снимаем, из-под протяжки, эту снимаем. И так вяжем по кругу. Заканчиваем ряд. Эту петлю снимаем. И отмечаем еще один ряд. Изнаночный ряд, это считается изнаночный в круговом вязании, вяжем как обычно. 2 петли провязываем вместе.
Итак, вяжем по кругу. Довязываем ряд до конца. Это у нас изнаночный. И одну петлю с левой стороны сразу переснимаем. Пересняли. Отметили, что мы довязали ряд. И опять начинаем из-под протяжки. Весь узор. Все. Итак, мы вяжем, отмечаем ряды и вяжем на высоту шапки. Вот здесь нарисую. Вот, это у нас будет высота шапки. А потом мы пойдем уже на скругление. И вот для того, чтобы рассчитать, как делать убавление, нам нужно знать, сколько рядов мы провяжем именно вот этим узором. Вот этим узором. Все, дальше вяжите сами на ту высоту, которая вам необходима. Высоту можно вот рассчитать из этой таблицы. Я ее несколько раз уже показывала. Вот я буду высоту вязать 8 сантиметров у меня получается. То есть глубина шапки 14, радиус 6. Значит, от 14 отнимаю 6 и получаю 8 сантиметров. Вот здесь у меня должно быть вместе с этой частью 8 сантиметров. Дальше вяжите самостоятельно. Итак, провязала я в общей сложности 18 рядов. Вот здесь у меня по рисунку 18 рядов. В общей сложности мне надо было провязать вот здесь 8 сантиметров. Но провязала чуть больше. Видите? Почему? Потому что у нас изделие мы вязали с учетом на плотность облегания, а когда оденется на голову, изделие растянется. И вот здесь будет у меня 8 сантиметров. Так, это учитывайте. Ну и теперь мы с вами будем делать расчет на убавление.